Эдвард вернулся домой на несколько дней раньше, чем планировал. Его шаги отдавались гулким эхом в пустом коридоре, и он жаждал лишь одного — тишины после бесконечных совещаний, дежурных рукопожатий и искусственных улыбок. Он надеялся застать дом в привычной неподвижности, где каждый предмет находился на своем месте, где порядок служил ему единственной защитой от хаоса внешнего мира. Но вместо этого его встретил неожиданный звук, тихое бормотание, похожее на сонные вздохи детей. Оно прорезало пространство, словно неуместная мелодия в отлаженной симфонии его дома. На кухне, где обычно царил стерильный блеск, он увидел Марию. Домработница стояла у стола, и в ее движениях чувствовалась усталость, перемешанная с внутренней сосредоточенностью. На груди в слинге спали двое малышей. Их маленькие ладони цеплялись за ткань, словно за единственную опору в мире. Эти дети были сиротами. Мать умерла внезапно, оставив их в безмолвной растерянности. Отец исчез, словно растворился в тумане, а пожилая бабушка, согнутая временем, едва могла о них заботиться. У Марии не оставалось выбора. Она принесла их сюда, в чужой дом, потому что иначе им грозила беззащитная пустота. Первым порывом Эдварда было возмутиться, выгнать ее, восстановить привычный порядок. Он был человеком правил, привык держать все под контролем. Его жизнь строилась на четкой системе, где не было места для чужих ошибок, для спонтанности, для непрошенного хаоса. Но взгляд задержался на женщине, которая, несмотря на тени под глазами и тяжесть забот, держала детей так, будто ее объятия были единственным щитом от разрушительного мира. Он замер. В этом не было ни вызова, ни дерзости. Это было отчаяние, переплетенное с верностью, с обещанием, которое она когда-то дала своей сестре. Всего за 3 дня она нарушила все его правила, но в то же время сохранила нечто более значимое — жизнь и достоинство маленькой семьи, которой больше не к кому было обратиться. Эдвард неожиданно осознал, что его мир, полный влиятельных коллег, контрактов и строгих рамок, часто был лишен той самой силы, что сейчас стояла перед ним в облике уставшей женщины. Силы жертвовать собой ради других. Он не простил ее сразу. В его душе боролись привычка к дисциплине и непривычное чувство сострадания. Но он и не выгнал ее. Вместо наказания он выбрал помощь. Не детям напрямую, ведь он понимал, что не умеет быть рядом с ними. Но он мог поддержать Марию, ее мать, ее маленький, хрупкий мир, где каждое утро было борьбой за выживание, а не за репутацию. В тот вечер тишина вернулась в дом, но ее природа изменилась. Она больше не была безжизненной пустотой. В ней звучало дыхание спящих детей, тихий шорох заботы, невидимая нить, связывающая людей, которых судьба свела под одной крышей. И впервые за долгое время Эдвард почувствовал: богатство измеряется не количеством денег и сделок, а тем, кого ты решаешь не оставить в беде. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.